Итак, золотые мои, всех приветствую на своем новом видео. Тема сегодняшнего видео черчение. То есть я приветствую вас в новом плейлисте в разделе техникум. Сегодня я буду, скажем так, завершать образование, то, которое мне добавили в техникуме. И будем завершать это черчением, там где-то может инженерной графикой. И вот, собственно, образец. Как видите, моя первая работа, моя фамилия и вот оценка. Вот так вот я начинал именно как осуществлять черчение. Но обо всем остальном, в принципе, в процессе можно и рассказать. Вот, что ж, перейдем. Итак, рассказывать я вам буду не как традиционно, там, как я вот здесь вот чертил, а именно, скажем, с помощью компаса 3D, в моем случае 19 версии. В принципе, именно основы, да, можно рассматривать на какой-либо другой версии. Просто я сейчас стараюсь идти, скажем так, в ногу со временем, чтобы как-то ориентироваться, допустим, с инструментом, который мы видим на данной панели, да. Вот, потом, что еще постепенно будем усложнять, вот примерно до таких вот рисунков. Ну, в принципе, тут не особо сейчас видно, да, поэтому я хочу вам показать на примере своего курсового проекта. То есть я, находясь сейчас, учусь в институте, да, сейчас я на данный момент этого видео изучаю, уже закрываю такую учебную дисциплину, как детали машинного конструирования. Вот сейчас вы видите редуктор, вот, который, ну, на данный момент тоже не является окончательной сборкой, но, скажем так, большую часть, да, он уже задачу выполнил, там осталось только по оформлению, но это ладно. Вот. Потом что, ну, перейдем, собственно, к теме сегодняшнего видео. Будем делать первые шаги в черчении через компас. Так вот, значит, и первое, что я вам рекомендую, это сохранить ваш чертеж. Тут, в принципе, все очень удобно. Мне это в этом плане тут все очень нравится. Так, вот, собственно, сохраняем там, где вам удобнее. В моем случае это вот здесь будет удобнее. И, собственно, начинаем осуществлять чертеж. Так, значит, смотрю, что мне нужно сделать первым делом. Первым делом я воспользуюсь вспомогательной линией или просто вспомогалкой. В принципе, вот уже на первый этап вы поймете преимущество черчения через компас, да, то, что это очень удобно. И вот даже если я буду в процессе делать где-то в боку чертеж, да, то это можно спокойно перенести в сторону. Как, например, вот сейчас, да, то, что вы видите вот зеленый, да, я могу передвинуть, а потом Ctrl-Z, назад, и все в таком духе. Так, перейдем к основному процессу. Значит, сейчас я буду делать квадрат, который похож на ромб. Так, поехали, значит, тут. Так, мне нужен 22. Так, если у кого-то какие-то будут вопросы, комментарии, не забывайте давать обратную связь, чтобы было понятно, потому что вот это, на мой взгляд, очень интересно. Все остальное. Так-то в подобный момент я предпочитаю, знаете, не вот как сейчас, да, на видео говорить или как сам с собой, а вот как-то в, ну, с кем-то говорить, а как-то поприятнее идет процесс. Смотрите, дальше, значит, можно было тоже начертить вот здесь такой же рисунок, но воспользуемся возможностями и можем сделать вот зеркальное отражение. То есть, вот я уже выделил, здесь еще серединку, оп, вот, теперь то же самое, вот, через горячие клавиши тоже. Это, насколько я помню, типа 20% к скорости там статистики, то есть проводятся такие исследования. Потом, что
Мне нужен не вот такой вот квадратик, да, а мне нужен ромб. То есть мне нужно его развернуть. Так. Так, выделяем. Теперь создаем макроэлемент, то есть группирую, так будет поудобнее. Потом, что потом? Мне нужно его развернуть. Так, смотрю. Нет, точнее не сохранился. Да. Так, значит, вот правки. Смотрим. Как привести повернуть. Вот, мне нужно повернуть. Так, мне нужно повернуть по 45 градусов, неважно. Плюс, минус. Это не важно. Вот. Да важнее в идеале его отцентровать. Это важно делать. Так, значит, Ctrl-C. Так, ищем серединку. Так. И нахожу. Пока что. Давайте вот сюда, хорошо. Так. Угу. Так, вот, примерная серединка. Так, теперь Ctrl-V. Вот. Это мы удаляем. Так, примерно ровненько. Это хорошо. Вот, теперь что? Теперь мне нужно будет осевые. Примерно. Это все делаем примерно. Потом мне понадобится еще другие осевые. Это вспомогалка. Так. 45. Вот, 40. О, хорошо. Хорошо. Так. Ну-ка. Маленько, конечно, усложняется, но... Так. Ага, уже вижу. Посерединке. Эти дела должны быть. Ctrl-C. Ctrl-V. Так, угол. 45. Вот так вот. Примерно. Хорошо. Так, вспомогалки. Вспомогалки я могу теперь брать. Вот. Это все в процессе сейчас будем редактировать. Так. Смотрю дальше, что теперь мне нужно начертить осевую окружность. Осевая окружность, значит, диаметр у меня будет 62. Так, значит, заходим. Хорошо. Так, 62. С осями. Нет, так. И оси мне уже не нужно. Но это ерунда. Хорошо. Дальше. Потом, что идет у нас? Технологические отверстия. Так. 4 штучки. Диаметр 10. Так. Диаметр 10. Фиксируем. Есть контакт. Сбрасываю. Сбрасываю. Так, есть. Оп. Обратите внимание, сейчас, так, на будущее вам скажу. Вам нужно, чтобы подобное вот сейчас сделать, то есть вот, скажем так, сделать разворот на угол 90 градусов, да, вам понадобится на будущее, скажем так, опора или как осевая линия. То есть, если бы вот так вы сделали, да, у вас просто был бы в бок, а это как вам нужна опора, чтобы ваше зеркало, скажем так, развернуть в том направлении, которое вам надо. Но это в процессе. Вот. Так. Вот тут я ошибся. Вот тут уже мне нужна не осевая,
технологические отверстия у меня должны быть не осевые, а именно линия основная. Хорошо, справляемся. Так, вот. Поскольку отзеркалено, отзеркалено. Наверное, это на линии не распространяется, на размеры распространяется. Но это ладно, опять-таки. Ладно. Тоже все еще делаю ошибки, но это, я хочу вам сказать, это не минус, это даже плюс. То есть вы можете именно как в зеркало посмотреть на самих себя. Вот, ну это ладно. Так, дальше сейчас будем делать выступы. Назовем их так. Так, от этого, ага. Так, дуга. Дуга у меня будет 5. Ага. Нет, уже все, уже основная. И вот смотрите, как тут вот удобно. Оп. Хорошо. Хорошо. Дальше. Тут у нас уже не указывается, да? Ну, опять-таки это ерунда. Так. 80, 58. 58. Хорошо. Отсюда берем 58. Идем. Оп. Хорошо. Дальше. Так. Это так. Дальше. То же самое хочу отзеркалить данный вопрос. Отзеркалить. Так. Дальше. Так, это у нас перпендикуляр. Оп, хорошо. Вот. Дальше. Нет. Уже не так. Угу. Так, сейчас уточним. Так, за счет. Все правильно. Так. Угу. Вот так вот. Эта линия нам по сути не нужна. Дальше. Сделаем по минималке с минимальным шагом. Так, это у нас 6, да? Соответственно, 12. Вот, это мы перетягиваем вот сюда, да, с минимальным шагом. Вот. Дальше что? Получается, достраиваем. Достраиваем. Так, убеждаемся. Вот тут принципиально надо убеждаться в таких моментах. Но это в будущем, когда речь зайдет о штриховке, вы это поймете. А сейчас это пока запомните то, что это может пригодиться. Так, это мы дело сделали. Потом, значит, от этого, ага, еще одну дугу. Так, тут у нас уже 12. Фиксируемся. Так, зафиксируем. Что-то хрен. Ой, извините. Что-то вообще много получается. Ну, я говорю, первый чертеж, ну, ладно. Так. 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 Угу. Угу. Так.
Так, это мы дело сделали. Теперь мне нужно окружность диаметром 84. Окружность 84. Вот так. Так, так. Вот это мы можем брать, да, хорошо. Так, а вот это увеличим. Соответственно, так, делать конечки. Это 40 у нас получается. Хорошо. Короче, где-то 40. Так, вспомогалка. Вспомогалка. Так. Ну, примерно. В принципе, здесь также получилось. Ну ладно. Так. Тут, в принципе, достраиваем. Достроили. А теперь смотрим. Делаем скругление. Как раз 10. Мне по заданию надо. Оп. И опять-таки. Могу так, могу эдак. Да. Вспомогалку убираем. Это убираем. Это стираем. Вот, собственно, мы получили один из элементов. Вот, так еще убеждаемся. Так. В принципе, да. Все хорошо. Вот, теперь что нужно сделать? Ну, теперь я все это дело беру. Так. Выделяю. Вот. Так, что еще? Ничего не пропустим. Вот, пропустим. Так, в принципе, да. И опять, точнее снова создаю макроме, то есть группирую. Вот. И опять через зеркало. Хоть так. Так, через зеркало. Стоп. Да, хоть так. Вот. Собственно, дальше это дело я все почищаю. Вот. Ну а дальше уже, скажем так, дело вкусов. О чем это я? О том, то, что вот это можем, так сказать, сделать, так сказать, покрасивее. Тут даже вот такая вот помощь, да? Вот. Ага, красиво. Здесь действительно пускай так. Так. Дальше идет разработка. Значит, я Иванова проверил Иванова. Подпись так, то-то. Тут, ой, я не помню все, но в моем случае это точно учебный. Масса 0. Ой, 0. Лист 1. Листов. Короче, и там. Что там еще? Даже не помню, там организации, что ли. То же самое. Тут коды. Коды всякие. Вот, ну тут уже проще, вот, я не знаю, вот на мой
основной чертеж посмотреть. Но пока то, что еще тоже с оформлением, в принципе, не занимался. Вот. Это первое. Второе. То есть это вот все у нас дело основное, да? Угу. Теперь что? Можно еще следующее сделать. Такой уже речь идет уже об лайфхаке. То есть, во-первых, выделяем все это дело. Во-первых, все это дело выделяем. Потом, так, не там. Вот это выделяем. Это. Да. Еще же можем. Хотя ладно. Ерунда. Это ерунда. Так. Не разрушить. Так, редактив макроэлемент. Так, и тонкая для линии. Так, тонкая. Угу. Аналогично делаем. Ну, тут, в принципе, у нас, я же говорю, это у нас блок блока. Вот, значит, сейчас можно это все дело удалить и перестроить. Так, вот. Что за лайфхак? Сейчас вам чуточку попозже покажу. Так, ага. Угу. Если что, можно то же самое сделать, это доделать на каком-нибудь фотошопчике. На фотошопчике. Так, это у нас уже элемент. Так. Угу. Так, завершить, то есть вот. Угу. Не, дальше тут. Так. То-то. Это так. Все ерунда. Вот, значит, сохранили. Угу. Так, допустим, мне сейчас надо распечатать. Сейчас. Так вот, значит, то, что вы видели ранее, вот во что можно преобразовать. Вот, поэтому я сейчас возьму карандаш и, скажем так, пару элементов всего же сделаю. Даже если и будет видно, то, повторюсь, через Photoshop там можно, как сказать, в принципе, что я рассказываю, сейчас покажу. Вот, значит, когда идет сохранить как, да, вот, берем, соответственно, расширение компаса, вот, JPEG, да, в принципе, сейчас попробуем сохранить, тоже ради интереса. Что он тут сохранить? Так, масштаб 1, так, цветность, разрешение один. Так, ну давайте, в принципе, без всяких таких заморочек сделаем. Окей, так, хорошо. Так, смотрим, значит. Вот, собственно, да, у нас появился чертеж. Дальше что мы его делаем? Сейчас я говорю. Так, сейчас я вот пару элементов вот просто начерчу. Вот я беру твердо мягкий карандаш или просто средний, как вариант карандаш. Вот. Так, сейчас еще линейка. Итак, повторюсь, сейчас запоминаем, вот как он выглядит, да? И дальше сейчас запомним пару элементов. Конечно, сейчас не особо там видно, да? Вот я прочертил. Да, сейчас не особо видно. Вот, значит,
попробую еще как вариант, да? Именно сейчас обесцветить. Photoshop я давно не пользовался, но это не Photoshop, это стандартный, поэтому это ерунда. Так, сейчас изменить. Вот, через фильтры. То есть можем как вот здесь, например, поиграться, да, но это вот общий показывает, общий, поэтому все вариант. Так, обрезы, да, во-первых, нет, обрезать это обрежь, нет, а мне нужно, чтобы это так повернуть. Это у нас прям жестко так обесцвечивает. Причем все. Так, да? Цвет. Вот как вариант. Так. Красность. Вот. Ну это тоже можно. 14. Ой, за свет не яркие участки. Вот. Ну, давайте обратно баланс выведем. Так, тени. Тень тут уже чуть не особо ощущается. Так, посмотрим. Ну, поехали. Так. Цвет. Обесцвечиваем. Оттенок. Тоже начинаем. То есть должно прям это вообще на минималках остаться. Яркость. Уже. Так, ну уже тут. Вот. Так, насчет вот рамки, ну, не знаю, рамки тут в данном вопросе вообще постепенно. Может, знаете, как вообще сделать? Типа именно взять вот пустой лист. Вот, конечно, для печати лист, но смысл примерно такой же, в принципе, должно пройти. Вот. Или там смотреть по ситуации, там, как распечатать, там, как вкладыш. Ну, это, я говорю, смотреть уже по ситуации. Вот. То есть максимально обесцветить, насколько это возможно. Также обделить карандашиком. Вот. То есть результат должен получиться. Вот. То есть результат должен получиться примерно вот таким же. Вот. Так, подведем итоги. По сути, это все, что я хотел вам сегодня сказать. Поэтому, пожалуйста, не забывайте давать обратную связь. И забыл, что сказать в начале. То, что это, скажем так, больше подойдет наконец-то к дополнению вот слесарных дел, когда я рассказывал. Вот, сейчас вот идет уже дополнение, то есть вот предыдущий там у меня что-то с гидравликой было, вот, сам такой трешовый по ходу плейлист, это все-таки слесарное дело, ну, там я делал первые шаги и так далее. Даже сейчас у меня с одной стороны неприятно, с другой стороны приятно, то есть такое двойное чувство, то есть мои видео начали перезаливать. Вот, тоже ссылку оставлю. В принципе, что я... В принципе, вот у меня на главной странице вот, канала, да, у меня там раздел, я думаю, теперь есть смысл его закрепить. Это популярное видео на моем канале. Там, в принципе, посмотрите, увидите. Ну, или, может, я там ссылочку оставлю. Ну, короче, дальше идет по ситуации. Вот, по сути, это все, что я хотел сказать. Еще раз повторю. Пожалуйста, делайте обратную связь. Вот там ссылочки я оставляю в описании, там еще какие-то. Текст, пожалуйста, читайте, чтобы я понимал, в каком направлении двигаться. А то, типа, вот ваши дизлайки, или типа, уходить с ютуба и так далее. Ну, блин, вы понимаете, это значение действия с нулевым смыслом. То есть от этого ничего не изменится. Вот. Пока что на этом все. Всем спасибо. Не забывайте приходить на прямые стримы. Да, вот в диалоге пообщаться как-то. Обмен данными, то есть на мой YouTube смотрите как на копилку. Информация о полезной, бесполезной. Это уже, как показывает практика, это вторичный вопрос. То есть для кого-то будет полезная информация, другому покажется бесполезной, и наоборот. Но это уже опять философия.
Вот, и я уже, по сути, на данный момент уже записал видео где-то на полчаса, даже чуть больше, за это демагогию, поэтому я демагогию стараюсь целенаправленно не развивать, оно, как видите, само развивается. Например, вот кто занимался спортом, тот поймет. Вот есть мышцы бицепса, а есть трицепса. Вот когда занимаешься, бицепсы, они сами накачиваются, что вот именно делаешь упор, ну как, упражнения на них, что, скажем так, когда качаешь трицепсы, они, скажем так, в любом случае развиваются. А вот именно трицепсы, они уже развиваются только когда делаешь соответствующие упражнения. При этом они, ну, в каком-то смысле, ну, я не учитель физкультуры, да, я вот, исходя из своих впечатлений, когда занимался тяжелой атлетикой, вот, могу сказать то, что они пополезнее будут, чем бицепсы. Ладно, на этом все. Всем спасибо, в который раз уже прощаюсь. До новых встреч.